Здравствуйте, друзья! У меня есть одно объявление для тех, кто не хочет потерять из виду этот канал в случае закрытия Ютуба. Периодически время от времени ходят слухи, что Роспотребнадзор подумывает о том, чтобы закрыть Ютуб для россиян, и вроде даже будут наказывать за использование VPN. Хорошо, если это только слухи. И чтобы не потерять этот канал и в дальнейшем продолжать слушать мистические истории в моей озвучке, подписывайтесь на мои каналы на Рутубе и Яндекс.Дзене, ссылки на которые я оставлю в комментарии под этим видео. Эти платформы точно не закроют для россиян, потому что они русские. Приятного вам прослушивания. Дядя из-за штор. Автор Сабина Ми. Было мне около 5 лет. Жили с родителями, в то время в однушке. Соответственно, спали в одной комнате. Мама рассказывала, что мне снились жесткие кошмары. И я так вопила, что они с папой боялись подойти ко мне. Это я и сама помню. А еще я помню, что вопила из-за одного и того же. Из угла около балкона из-за штор выходил высокий черный волосатый мужик. Подходил ко мне и шептал что-то на ухо. И когда я собиралась закричать, он прикладывал палец к губам и делал «тсс». До сих пор помню это змеиное «тсс». И убегал обратно за штору. Мучил меня исправно каждую ночь. Дальше больше. Он стал появляться не только ночью, но и в течение дня. Как-то мы смотрели вечером телевизор всей семьей, и в какой-то момент этот красавец отодвинул штору и стал смотреть на меня. И я, естественно, доложила все маме. Ему это не понравилось, и он начал шикать на меня, а мама, уже не первый раз слышавшая про дядю, тут же перекрестила место, где стоял этот дядя, и он, раздраженно вздохнув, исчез. Потом мы с родителями переехали, а в той квартире осталась бабушка. Приезжали мы только летом на каникулы. Дело было на Украине. Я перестала вспоминать о дяде. Ничего странного больше не наблюдала в течение многих лет. В один прекрасный летний вечер мне исполнилось уже 17 лет, а моему младшему братику 2 года. Мы гостили у бабули. К слову, в комнате за это время произошла перестановка, и я спала на раскладном кресле, которое в разложенном состоянии почти упиралось в то место, где некогда обитал дядя. Так вот, семья на кухне, а мы с братишкой в комнате готовимся ко сну. Пока я готовила кроватку, братик сидел на диване. Я стала что-то его спрашивать, не отвечает. Поворачиваюсь и вижу, что мой брат неотрывно смотрит в тот самый злополучный угол. Потом он дернулся, глаза на меня перевел и говорит: «Сабинка, там дядя стоит». В общем, все лето я спала на раскладушке в кухне. У моего сына крестная покойница. Автор Эремит Хермит. Эта история произошла со мной очень давно. На многие вопросы я все еще не знаю ответа. Может быть, здесь мне помогут во всем найти тайный смысл. Пишу впервые. Свою квартиру я приобрела в ипотеку по несусветно низкой цене. Кто пережил переезд, тот знает, что это такое. Сплошная рутина. И первое время на многие странности я просто не обращала внимания. Списывала все на усталость. В первую неделю своего новоселья все было просто прекрасно. А потом началось. Ночью я проснулась от плача, как будто плакал младенец. Предположив, что это у соседей, я снова окунулась в объятиях Морфея. Но когда это началось повторяться регулярно каждую ночь, мне, если честно, стало, мягко сказать, не по себе. Заинтересовало, у кого это так плачет ребенок. Вы не представляете мой шок, когда, зацепившись языками с соседками, я узнала, что ни в моем, ни в соседнем подъезде маленьких детей нет. Но потом одна из старушек мне поведала историю моей веселой квартирки. 3 года назад эта квартира принадлежала молодой и импозантной девушке, близкой мне по возрасту, которая въехала в квартиру с маленьким чудесным ребеночком. Но не прошло и месяца, как случилась трагедия. Ее тело нашли в коллекторе. Когда взломали дверь в квартире, младенец был уже мертв. Страшная смерть.
Первое время там пытались жить ее родственники, но не продержались и недели, и съехали. Затем пытались сдавать квартиру в аренду, но не проходило и месяца, как квартиросъемщики съезжали без объяснений. Тогда выставили на продажу. Мне она уже досталась как минимум через пятые руки. Продавать и съезжать я не собиралась и решила бороться за свои квадратные метры уюта. Обращалась и в церковь, чтобы осветили квартиру, к всяким ведьмам и экстрасенсам. Но стало только хуже. Начались непонятные шороги, шаги, шепот. Раздавался неестественный смех. Я тихо сходила с ума. Боялась ночевать и находиться даже днем в своей квартире. Старалась больше времени проводить на работе и ночевать по друзьям и знакомым. Но однажды одна очень близкая подруга все-таки настояла на том, чтобы я ей все рассказала. Когда все высказала как на духу, стало немного легче. Но проблема-то все равно осталась. Вот тогда-то она и посоветовала мне следующее. Когда я училась и жила в студенческом общежитии в 2001 году, поступил один парнишка, Санек Окладников, на вид не больше 15 лет, ростом 1,5 метра в прыжке, мягко сказать, со странностями. Я как-то попросила его о какой-то мелочи, так он спросил, что он получит взамен. Я чуть не поперхнулась от такого ответа. Он вообще помогал редко кому. Но самый шок был тогда, когда он словесно сцепился с одним местным амбалом, которому он в пуп дышал. Такой отборной брани без единого матерного словца, которыми этот моська поливал слона, я никогда не слышала. Напоследок обозвал его колхозным плебеем с прогрессирующей интеллектуальной деградацией. Развернулся и ушел вальяжной походкой. Не прошло и 3 дней, как этого парня сбила машина. Вот с этого и началось. Кто бы его чем не обидел, физически потом болел. Кто с лестницы кувыркнется и ногу сломает. Кто на ровном месте споткнется, руку вывихнет. В общем, старались с ним в конфликты не вступать. На деле потом оказался веселым компанейским парнем. Позже выяснилось, что он якшается с не совсем нормальными вещами. В комнате, в которой он жил 2 года, после его отъезда никто жить не мог. Ночами кошмары мучили, и ощущение удушья у всех было. Пока он, как мне рассказывали, случайно не заехал и не посетил свой склеп. После этого все странности прекратились. Так вот, подруга, если кто и сможет тебе помочь, то этот пройдоха. Его номер телефона я постараюсь достать, а пока можешь пожить у меня. Через неделю я уже звонила своему будущему спасителю и договаривалась о встрече. Рассказала ему все, что наболело, наревелась как дура. Он представился мне Александром, но некоторые называют его просто Жнец. Через сутки я его уже встречала на вокзале. Как только я его встретила, он сразу заставил везти его на самое старое кладбище. На вопрос «зачем?» ответил поприветствовать и принести почести хранителям и предкам земли, в которой я гость. По пути заставил завести его в супермаркет, где он приобрел бутылочку недешевого красного вина. Затем погнал меня на базар за молоком натуральным. И только после этого извольте на погост доставить его бредную тушку. Его прождала у кладбищенских ворот часа 3 как минимум. И только после всего этого поехали в мои забавные хоромы. Как только он переступил порог, захлопнулась дверь в одну из комнат. Поначитаются всякой ерести, и сразу ведьмы и колдуньи, только чертей наплодили и врата открыли, высказал он. Но самая жуть началась, когда наступила ночь. Как и прежде, раздался этот детский плач. Мне выбежать хочется, ноги подгибаются, руки трясутся, а ему хоть бы что. Сидит и слушает, прислушивается, а потом выдал. «Скажи ласково, нежно, с любовью. Спи, моя кроха, спи, мой хороший. Мамочка с тобой, мамочка рядом». У меня паника и истерика, а он мне предлагает сказать такое. Собрала остатки сил и сказала то, что он просит. И вдруг все резко прекратилось. Ночь пролетела за разговорами и кофе. Утром Александр попросил провести его прежним маршрутом. Супермаркет, рынок, кладбище.
Как он выразился, спросить разрешения на то, чтобы тебе помочь, и попросить помощи у своих вассалов. Что он имел в виду, я так и не поняла. После кладбища сказал вести его в квартиру и оставить одного. Не стоит тебе присутствовать. Слюни пускать будешь и глазом косить начнешь, после того, что увидишь. Утром приезжай. Всю ночь спать нормально не могла. Раза 4 просыпалась. В 8 часу была уже у себя дома. Как только открыла дверь, в нос ударил сильный запах сандала и еще непонятно каких трав. Гость сидит на кухне. А я тут чайком балуюсь, трапезничаю изволю. Перейдем сразу к делу. Помогать живым не люблю. В твоей проблеме точно не знаю, как все уладить, но пара идей есть. Но ты должна пообещать мне, что выполнишь все, что я у тебя попрошу. Ты согласна? Конечно же, я согласилась. Душа младенца невинна, не обгажена грехом, а ее пытались изгонять, как какого-то беса. Своими действиями только впечатали в стены, и помочь в этом может только его мать, а ей должны помочь мы. Несчастная мать не имела возможности вырастить и воспитать своего ребенка, поэтому не пройдет и 3 лет, как в стенах этой квартиры снова зазвучит смех здорового и живого ребенка. Она просит у тебя разрешения помочь тебе его вырастить и воспитать, увидеть его первые шаги, услышать его первые слова, сопровождать и оберегать всю его долгую жизнь. Если ты согласна пойти на этот шаг, то сегодня заключим своего рода пакт. А сейчас ложись и отдыхай. Я тоже немного вздремну, сил наберусь. Я думала недолго, часа 3 или 4, но Александр проспал до 8 вечера. Когда проснулся, для себя заварил какой-то травяной чай. На мое «я тоже хочу» ответил: в лучшем случае утро на унитазе встретишь, а в худшем лучше не знать. Дождался, пока остынет, и быстро выпил. Теперь начнем. Запомни, что бы ни происходило, сидеть на попе ровно и никуда не пыркаться. Ничего не говорить, не молиться, взывая к своему смертному богу рабов. А теперь подпишем наше с тобой соглашение, по которому ты обязуешься связаться со мной, когда твоему ребенку исполнится ровно месяц. Для того, чтобы я выполнил свое обещание, данное усопшей. Затем из своего редикюля вытащил лист из плотной пергаментной бумаги. Что там было написано, я уже не помню. Если согласна с условием, дай руку. Как только моя рука оказалась в его руке, холодная, как у покойника, я почувствовала боль в безымянном пальце, и капля крови выступила. Когда он успел его мне уколоть, я просто не сообразила. Согласна и принимаешь условия, капни на договор и начнем. Я так и сделала. Квартиру я тебе почистил. Всех тех бесов, что наплодили мои предшественники, отправил пошалить к этим недотепам. Пусть порезвятся. Квартира твоя энергетически чиста и под защитой. О самом ритуале рассказать точно ничего не могу. Все было как в тумане. Утро я встретила, лежа на диване. Жнец спал на кухне. Уснул, сидя на стуле с недопитым чаем. Ближе к вечеру проснулся и потянулся. Свои обязательства перед тобой я выполнил. Теперь ты должна не забыть выполнить свои. Провожу в твоем доме последнюю ночь. Нужно удостовериться, что все прошло успешно. Утром отвезешь меня на вокзал. После полуночи я четко услышала радостный детский смех. Затем тихий напев, чем-то похожий на колыбельную, потом наступила тишина. Усопшая выполнила то, что тебе обещала. Освободила твой дом. Теперь и ты не забудь. Утром жнец уехал. У меня снова начались трудовые будни. Но на этот раз я домой не шла, а летела. Было такое чувство, что меня в нем ждут, любят и оберегают. Не прошло и года, как я встретила своего будущего мужа. Еще через год вышла замуж. Все то, что было, казалось страшным сном, о котором я старалась забыть. И забыла, когда родила своего мальчика, своего сыночка. О данном обещании, естественно, забыла. Но одной ночью мне приснился сон, в котором красивая молодая девушка пристально и с укором смотрит на меня,
Затем медленно подошла и прошептала: «Ты нарушила свое слово. В отместку я забираю то, что мне причитается по праву. У тебя сутки, чтобы попрощаться со своим сыном». С криком и в холодном поту я проснулась. Вот тут-то до меня и дошло, что я натворила. Муж проснулся вместе со мной и попытался успокоить. И тут раздался сильный стук в дверь. Муж, естественно, пошел открывать. И тут я услышала знакомый голос: «Прочь с дороги, отрепья! Совсем сбрендили, имбецилы! Жить скучно стало! Быстро собралась и поехали! Прощения за свою тупость просить будешь! Тупиковая ветвь эволюции! А ты? Какого лешего зенки свои вылупил? Одел портки и сиди с ребенком! Навязались на мою голову склеротики-маразматики! Собралась, поехали!» Пока он костерил меня с мужем, мы слова сказать боялись. От того человека, которого я видела 3 года назад, не осталось и следа. В глазах было столько ненависти, ярости и жажды крови. Как вспомню, до сих пор мурашки по коже. Приказал ехать на кладбище, на котором были прежде. Заставил расплескать молоко и просить прощения за свою глупость и забывчивость. Что я и сделала. Ехали молча. На следующее утро, после того, как убедился, что все в порядке, жнец уехал. Ночью мне снова приснилась та же девушка. Поблагодарила и приняла мои извинения. Теперь у меня все прекрасно. Сынок растет и ночами с кем-то разговаривает. Ни разу ночью не разбудил плачем. Всегда смеется и улыбается. Вот такая история из моей скромной жизни. Извините, что получилось так много. И, возможно, скучно. Замочная скважина. Автор Эрнеста. Никогда в жизни больше не заглядываю в замочные скважины, щели и тому подобное. Умом понимаю, что, скорее всего, ничего необычного не увижу. Но вот инстинкт самосохранения отказывается верить доводам разума. А все из-за этого случая. Позади остался детсад. Впереди маячила школа. И первый раз в 1 класс. Лето было в разгаре. В то время была у меня подруга, Женя Гутарина. Она хоть и не жила в нашем дворе, зато каждый день приходила к своей бабушке Клаве, которая была нашей соседкой по лестничной площадке. Кстати, после переезда бабы Клавы в этой самой квартире и умерла бабушка моей подруги, Маринки. Именно она и стала легендарным призраком нашего подъезда. Но сейчас не об этом. Тем более история эта давно мною рассказана. Так случилось, что дворовые дети разъехались по бабушкам-девушкам. Играть было совершенно не с кем. Конечно, я очень радовалась приходам Жени и никак не ожидала такого подвоха. Женькиным родителям удалось выбить отпуска летом, да еще и в одно и то же время. Поэтому всем семейством они укатили в Украину к родственникам Женькиной матери аж на целый месяц. Я осталась совсем одна. Даже к бабушке не поедешь. Жили там и за 3000 километров от всей родни. В принципе, я и одна хорошо играла. Но все же зачеркивала дни в календаре до приезда подруги. Я всегда была очень сдержана в чувствах. Я не плакала и не закатывала истерики, рассуждая, что разлука на месяц – это не вечность, что Женька скоро вернется назад. Вот именно поэтому я до сегодняшнего дня не могу понять, почему это случилось. Мама уже вернулась домой после работы и что-то стряпала на кухне. Я же рисовала в зале за журнальным столиком. Вдруг я услышала стук во входную дверь. Первая мысль была, что приехала какая-нибудь из подруг. Но дверь я сразу не открыла, спросив: «Кто там?» В ответ опять постучали. Я спросила снова: «Кто там?» «Это я». «Кто я?» «Женя». «Какая Женя?» «Гутарина, ну открой». Сначала, одурев от радости, я чуть не открыла дверь. Рука почти повернула замок, как что-то меня остановило. В голове лихорадочно забегали мысли, что 10 дней-то не прошло с отъезда подруги. Потом вспомнились наставления прабабки о разных нехороших сущностях. А ей-то уж я верила на все 200. Сама видела, как та исцеляла людей, творя чудеса.
Сердце билось, как птичка в клетке от ужаса. «Не открою, ты не Женя». «Ну посмотри на меня, это же я». «Сказала же, что не открою». «А ты через замочную скважину». От старого замка действительно осталась большая скважина для ключа с 2 бороздками. Вот к ней я и прилипла глазом. И тут же отпрянула. Из замочной скважины с другой стороны на меня смотрел глаз. Постояв немного, я опять прильнула к отверстию. Все так же оттуда на меня смотрел чей-то глаз. «Откуда мне знать, что ты Женя? Я тебя не вижу». «Посмотри снова». Глаз начал удаляться, и вот уже видно все лицо, а потом и всю Женю в полный рост. Я пришла в замешательство, а Женя все просила открыть дверь. Наконец до меня дошло. «А почему ты не постучала по-нашему? У нас был свой характерный перестук, довольно непростой. Раз не знаешь, что ты не Женя». После этого за дверью раздалось страшное шипение с подрыкиваниями, и по двери начали скрести когтями. Вот тут-то ноги у меня подкосились, и мурашки побежали по всему телу. Перекрещивая дверь, я повторяла одно и то же. «Приходи вчера, приходи вчера». Не знаю, сколько я так бормотала, но звуки за дверью прекратились. Мельком, глянув в замочную скважину и никого там не увидев, я побежала на кухню к маме. Мама пела «По дону гуляет казак молодой» и чего-то там жарила. Она ничего не слышала. Мама моя когда-то перенесла тяжелейший отит, и слух у нее очень понижен. Зато она мне поверила и сразу побежала к бабе Клаве спрашивать, не вернулась ли Женя из Украины раньше времени. Женькина бабушка была ошарашена таким вопросом и сказала, что билеты назад куплены на такое-то число. Женя с родителями вернулась, как было и запланировано, через месяц. Эффект Лазаря. Автор Ган. Источник Фостор.ру. История моего друга-врача. Жуткую историю мне рассказал мой друг, который работает в реанимации одного областного города. Сильно впечатлительных просьба читать дальше про домовых, водяных и леших. Девочка лет 5 найдена под водой. Время отсутствия родителей 15-20 минут. Отец девочки стал проводить сердечно-легочную реанимацию. Не помогло. Вызвали скорую. Погрузили тело ребенка в машину и отправились навстречу карете. Встретились со скорой на дороге. Перегрузили тело ребенка. Фельдшера стали проводить реанимацию. Дыхания нет, пульс отсутствует. С воями сирен доставили тело в Уваровскую городскую больницу. В больнице все как тараканы забегали. Поставили мешок-амбур для насыщения легких кислородом. Вкололи 5 кубиков адреналина, дали разряд дефибриллятором. Дали разряд сердца. Эффекта нет. Пульса нет. Дыхания нет. Температура тела окружающей среды. Врачи констатируют смерть. Отец и мать не верят. Насильно забирают уже холодное тело и везут в Можайскую больницу. Это 50 километров. Тело почти коченеет. Оно синеет. Отец сворачивает на Можайское водохранилище. Опускает тело дочери в воду и начинает кричать о том, что ребенок утонул. Вызывают реанимацию. Врачи скорой, видя синее тело, спрашивают, сколько прошло времени. Отец врет, что дочка утонула 10 минут назад. По закону указывают реанимацию на протяжении 30 минут. Опять адреналин, опять разряды. Поставили гармошку, качают воздух. Сиренами везут в Можайскую больницу. Врачи скорой пишут реанимацию 30 минут. Но отец кричит, что врут, и прошло не менее 10 минут с момента реанимации можайских фельдшеров. А в больнице снова суета. АД 0, ТМ 0, ЧД отсутствуют. Вкалывают еще адреналин. Настоящее время со дня смерти 3 часа 23 минуты. Наступает первый этап трупного окоченения. Появляются первые подкожные сгустки крови от трижды проведенной реанимации. У ребенка сломаны 7 из 24 ребер.
Прибежала реаниматолог, последняя надежда. Вкололи адреналина 20 кубиков, дали 3 разряда напрямую в сердце, увеличили подачу кислорода в легкие. На подключенном аппарате ровная полоса, ровный шум. В 3-й раз констатируют смерть. Родители убиты горем. И только собрались девочку отключить, как аппарат показал всполох ритма. Сначала 1, потом 2. Есть пульс на яремной вене. Растет АД 20/40, 50/90, 20/70. Появилась ТМ. Сначала 35,1, 35,4, 35,7, 36,2. Пульс 59 ударов и растет. Реаниматолог в шоке. В палате реанимации стоит отец, пытается вывести при помощи охраны. Не выходит. Здоров кабан. Охранник худощав и щупловат. Отец его за шкирку выкинул с палаты реанимации. Врач-реаниматолог говорит: мозг умер, физически мы сможем поддерживать жизнь. Но... А девочка открывает глаза и смотрит на отца. Папа. По своей сути это уникальный случай, но не единственный в своем роде. Что касается данной истории, то ребенок выжил. И у нее все хорошо, хотя история и похожа на страшилку, но она имеет место быть. И это самое настоящее чудо.